Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете во главе с Никитой Михалковым и его работе. Под большой угрозой находится существование антикоррупционного комитета. Сегодня утром представители местных регионов и крупных городов Российской Федерации подали коллективную жалобу на антикоррупционный комитет Никиты Михалкова напрямую Верховному главнокомандующему Российской Федерации. Представители эшелонов власти крупных городов Российской Федерации пожаловались на то, что антикоррупционный комитет мешает их работе, наводит смуту в рядах российского общества и попросили, чтобы в их городах не открывались филиалы антикоррупционного комитета. Однако глава организации по борьбе с преступностью и коррупцией Никита Сергеевич Михалков дал жесткий ответ недоброжелателям антикоррупционного комитета и поставил на место руководителей регионов. Цитата. «С полной ответственностью заявляю, что антикоррупционный комитет, несмотря на чрезвычайную ситуацию, работает и будет продолжать работать в штатном режиме, несмотря на жалобы недоброжелателей. Главы регионов недовольны работой антикоррупционного комитета только по одной причине, что мы разворошили змеиный клубок и не даем больше развиваться преступности и коррупции в высших эшелонах власти». Надо отметить, что десятки тысяч россиян вышли на демонстрации в своих городах с требованием защитить антикоррупционный комитет и дать возможность команде Никиты Михалкова все так же плодотворно работать на благо Российской Федерации. Встал на защиту организации по борьбе с преступностью и коррупцией и новый министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Он дал еще более жесткий ответ. Цитата. «Будьте прокляты все те, кто мешает работе команды Никиты Михалкова. Антикоррупционный комитет – это единственная организация на данный момент, которая активно борется с преступностью и коррупцией и пытается кардинально изменить российское общество. Все те, кто пытается вставлять палки в работу антикоррупционного комитета, пытаются скрыть свою коррупцию и другие преступные деяния. Поэтому к данным личностям и регионам будут предъявлены более жесткие требования». Стало известно, что антикоррупционный комитет Никиты Михалкова не стушевался перед опасностью и нанес ответный удар. Во все те регионы, откуда поступали жалобы, направлены дополнительные антикоррупционные проверки. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Члены антикоррупционного комитета, известные артисты Сергей Никоненко и Алексей Кравченко, арестовали сеть супермаркетов в городе Калининграде, которые принадлежат известной певице Надежде Бабкиной. Причина ареста – грубое нарушение санитарно-гигиенических норм и длительная неуплата налогов. Команда Никиты Михалкова перечислила очередную финансовую помощь в размере 11,5 миллионов рублей для увеличения социальных пособий для малоимущих и многодетных семей. Благодаря работе антикоррупционного комитета и их финансовой помощи в городах Саранске и Саратове были открыты 2 бесплатные детские инфекционные больницы. К слову сказать, что с момента работы антикоррупционного комитета на всей территории Российской Федерации было открыто уже более 30 бесплатных детских медицинских учреждений. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает новости из мира шоу-бизнеса. Певица Алсу после 18 лет брака с известным бизнесменом Яном Абрамовым подала на развод. Причина расторжения брака – многочисленные измены со стороны известного бизнесмена. К слову сказать, что Ян Абрамов и певица Алсу зарегистрировали свой брак в далеком 2006 году. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.